Всем привет, на связи. Вы на канале, где мы общаемся на моноколесную тему и не только. Электричка по пути в Киев, битком набитая людьми, просто некуда яблоку упасть, как видите. Я и КС-18L. Связи нету, закачанных фильмов нету, поэтому решил записать ролик на тему моноколеса, а именно, что меня бесит в моноколесе. Поехали! Не воспринимайте сильно серьезно эту информацию. Развлекательный контент, развлекательный канал. С чем согласны, с чем не согласны, возможно, что-то хотите добавить от себя. Итак, первое для меня на первом месте, что меня бесит в моноколесе, речь в большей степени пойдет про КС-18L, но, возможно, в других моделях такие же проблемы, не знаю, тоже есть. Самое первое – это датчик освещения. Это какой-то ахтунг, вот реально, я не знаю, что с этим делать, у кого какой выход из этих ситуаций есть, поделитесь в комментариях, и будет интересно узнать. Суть в чем? Суть в том, что когда вы едете на КС-18L, допустим, в темное время суток, с покатух, с каких-то по ПЧ, не по ПЧ, по тротуару, то в попутном направлении двигаются машины. У машин вечером включены фары. В КС-18L спереди включение, а сзади зарядка, стоп-сигнал и датчик освещения. Вот такая вот бздюлька. Видите, да? Соответственно, когда я обгоняю машину, да и просто обгоняю, просто двигаюсь по ПЧ, то у меня передняя фара то включается, то выключается, то включается, то выключается. Это так бесит. Почему? Потому что я проезжаю какой-то автомобиль, и в этот датчик освещения попадает то ли свет от фар, то ли свет от прожектора, от столба, от фонаря. Черт его знает. Но меня это, я как бы не сильно обращаю внимание, потому что у меня шлем, допустим, да, я там не смотрю особо на дорогу, я смотрю там вперед метров 10. Но вот эти включения лично меня просто выбешивают. Когда я еду с обычным фонариком, да, дополнительно, в 99% случаев я беру с собой велосипедный дополнительный фонарик с внешним аккумулятором, то тут как бы проблема. Авария. Положим моноколесо. Занимайте места согласно купленным билетам. Авария. Занимайте места согласно купленным билетам. То есть, когда я с фонариком, в принципе, проблема решается, и проблема не столько критична. Но меня вот именно этот момент, не знаю, вот почему-то он меня бесит. Второй момент, что меня бесит в моноколесе, в частности в 18L. Это плохая фара, плохая передняя фара. Да, я думаю, что никто из вас не напишет, что его фара на его моноколесе идеальная. Никто не скажет, что это совершенство. Она или слабая, она или не под тем углом направлена, она или не регулируется, то есть постоянно какие-то проблемы. Если говорить про КС-18L, то она по освещенности, в принципе, для тех скоростей, на которые рассчитана КС-18L, она нормальна. То есть в полной темноте я вижу нормально, но она лупит чуть ли не горизонтально. То есть, учитывая небольшое расстояние от земли, да, то есть она, посчитайте сами, допустим, на 50 сантиметрах от уровня асфальта. Если бы эта фара была где-то сверху на лбу, или как у автомобиля, да, полметра, метр, то угол, под которым она светит вниз, был бы, куда логичнее, куда удобней. А тут, какое расстояние. Поэтому она и лупит вперед, как прожектор, непонятно что. Меня это не то что бесит, но меня это беспокоит в том плане, что я доставляю некоторые неудобства для окружающих.
Потому что когда я, допустим, пешеход, и когда мне в глаза светит велосипедист просто своим прожектором, он еще и стробоскопом мигает, ну, хочется остановить, сказать: друг, ну, можешь чуть-чуть наклонить вперед, что я иногда и делаю. Третье это брызговик. Брызговик, я думаю, что даже показывать не стоит. Вот это вот висюлька, которая, сами видите, там заклеивай, не заклеивай, она обрывается, отрывается, короче, какая-то непонятная сопля висит. Опять же, что с этим делать? Да, можно напечатать на 3D принтере, но почему бы сразу с завода не сделать нормальный брызговик, полноценный, большой? Для меня это странно. Следующий пункт, который меня бесит во всех, я думаю, моноколесах, это замена камеры. То есть, если вы прокалываете колесо, если у вас не срывает ниппель, для того, чтобы заменить камеру, это просто какой-то квест. Для того, чтобы раскрутить, вытащить, разбортировать. Куда легче с велосипедами, да? Я в свое время менял камеру на велосипеде наверное, минут за 5 с установлением дырки в этой камере и заклейкой латкой. Тут, ну, наверное, нужно выделять полдня, это минимум, если вы это делали раньше. Если не делали, наверное, больше. Следующее, что меня бесит, это воблинг. На любом колесе любой райдер, новичок, не новичок, скорее всего, более про-райдер будет ощущать воблинг. У меня воблинг чаще всего бывает на торможении, на перекачанных колесах. Не знаю, почему так, но вот так вот. Сейчас у меня 2,5, и воблинг за сегодня был несколько раз, даже на относительно небольших скоростях перед торможением, перед лежачими полицейскими. Что такое воблинг? Хотели бы, чтобы я снял об этом видео? Обязательно напишите в комментариях и поставьте палец, чтобы это был для меня стимул. Следующий пункт, который меня, ну, не то что бесит, но немного удивляет, это внимание со стороны окружающих. В частности, внимание в метро и в общественном транспорте. Вот я не знаю почему, но если в метро или в продуктовый магазин заходит райдер с самокатом, он вообще ничего внимания не привлекает. Если заходит моноколесник, ведя колесо рядом с собой, 100 глаз обращены на него. У меня с этим в принципе проблем нету. Еду себе, даже со сноубордом могу зайти или в сноубордических лыжных ботинках в магазин, вообще не проблема. Но вот такой факт. Поэтому, если вы боитесь внимания со стороны окружающих, моноколесо, наверное, не для вас. Следующий удивительный момент, опять же, это не формат, бесит, не бесит, а следующий удивительный момент, что когда я предлагаю заинтересовавшемуся пареньку, мужичку, вояке испытать, опробовать, научиться, ну просто, да, вот он стоит, я вижу всем видом, что ему, допустим, это интересно. То есть ему интересен тот факт, что за моноколесо, ему интересно встать на него, просто попробовать хотя бы метод проехать, держась за руки, к примеру, друзей. Но он этого не хочет делать даже после того, как я предлагаю. Взрослый человек стесняется, не стесняется, я, честно говоря, не знаю. И последний момент, который меня бесит, это изогнутый ниппель на колесе. Вот у меня такая байда тут стоит, то есть по сути в данном виде у меня мотокамера с прямым ниппелем, утопленная внутрь, вниз. Это удлинитель для самокатов. Почему не делать колеса, моноколеса, заранее продумав тот факт, что нужно туда как-то подлезть насосом? Для меня это странно, для меня это удивительно, меня это бесит. Меня вот эти вот изогнутые ниппели, меня не, бесят. Да, я вышел из ситуации, меня бесит цена. То есть, если сравнивать обычную мотокамеру того же диаметра, того же размера с прямым ниппелем, с камерой того же диаметра, того же размера с изогнутым, разница там минимум в 4 раза. Странно, но выход есть всегда. Друзья, вот такое вот коротенькое видео. Я уже приезжаю на вокзал, буду заканчивать. Если оно было полезно, палец вверх, коммент, дайте обратную связь, что вас бесит в моноколесах. Ну и подписка, потому что большинство из вас смотрит видос без подписки, а это помогает развитию канала. До новых встреч, новых видосов, всем пока.